При упоминании невероятного карьерного роста от солдата до монарха первым, кто приходит в голову – Наполеон Бонапарт. Но сегодня речь пойдет не об этом выдающемся деятеле Запада, а о его бывшем подчиненном, одной из самых колоритных фигур эпохи революционных войн во Франции, Жан-Батисте Жюль Бернадотте. Родился будущий шведский король 26 января 1763 году. Его отец был королевским адвокатом, причем профессию он освоил, что называется, по наследству. В роду у Бернадоттов было много юристов. Естественно, что такая славная и почтенная линия диктовала юному Жан-Батисту карьеру юриста в будущем. Однако судьба распорядилась иначе. Отец Жан-Батиста внезапно скончался, оставив семью в сложном финансовом положении. Уделять много времени учебе молодой Жан-Батист уже не мог, и в августе 1780 года, неожиданно для всех, записался рядовым в Брассакский пехотный полк. Впрочем, там он пробыл недолго и быстро сменил место службы на Королевский морской полк. Службу Жан-Батист Бернадотт проходил старательно, подавал значительные перспективы. Однако нравы тех времен позволяли пробиться в офицерский состав только представителям дворянства, и лишь единицы из представителей ниже рангом сословий могли удостоиться звания. Но Бернадотт не отчаялся, и спустя 8 лет службы стараниями, упорством и смекалкой в 1788 году дослужился до звания сержанта. Тут важно сделать ремарку, что звание сержанта той эпохи не совсем одно и то же, что в нашем понимании это звание представляет сегодня. В те годы во Франции нарастали революционные настроения. Вспышки народных волнений проявлялись то тут, то там, и Бернадотт, как человек, стоявший на хорошем счету у военного начальства, принимал участие в подавлении восставших. В одном таком случае в Гренобле одна разъяренная дама публично отвесила чинному офицеру пощечину, за что Жан-Батист отдал приказ открыть огонь по безоружной толпе, тем самым продемонстрировав, что готов решать задачи решительно, быстро и без сантиментов. Но в 1789 году случается Великая Французская революция. Как человек, стремящийся к высоким достижениям, Жан-Батист Бернадотт быстро смекнул, что именно революция даст ему возможность добиться того, о чем он мечтал, а именно быстрого, решительного карьерного роста, а вместе с ним власти и возможностей. И смекалистый француз подключил все свои незаурядные дарования, чтобы вознестись как можно выше на гребнях мутных французских волн. Вместе со своими революционными собратьями Бернадотт приложил максимум усилий для того, чтобы революция, в которой он почувствовал будущее, завершилась успешно. И вот уже в начале 1792 года он уже лейтенант революционной армии, которая готова дать отпор монархическим Пруссии и Австрии, жаждущим задушить мятежный Париж. Отечество направляет его на северо-восток, в Рейнскую армию, кузницу многих будущих легендарных фигур французской армии эпохи Наполеона Бонапарта. И уже в начале лета 1793 года Бернадотт получает звание капитана, а через пару месяцев, в августе того же года, ему присваивают звание полковника. Участвуя в составе Рейнской армии в военных кампаниях, Жан-Батист в 1794 году дослуживается до звания дивизионного генерала. Бернадотт всегда оказывался в самых горячих точках боя, заслужив авторитет настоящего бойца революции. Жан-Батист умел быстро и жестко навести дисциплину и порядок среди подчиненных. Однако главной его чертой подчиненные отмечали попечительство. Жан-Батист не был мясником, то есть никогда понапрасну не жертвовал жизнями своих подчиненных. Перед боем он тщательно взвешивал положение дел и только предвидя гарантированную победу ввязывался в драку. Именно за это качество его любили, ценили и уважали подчиненные, и люто презирали другие военачальники. Первый раз судьба свела его с Наполеоном Бонапартом в далеком 1797 году во время итальянской кампании. Бернадотт и его 20-тысячный корпус были посланы на подмогу Наполеону. 22 февраля отряд Бернадотта прибыл в Милан, столицу Ломбардии. С самого начала отношения генералов не заладились. При личной встрече 3 марта 1797 года в местечке Ла Фаворита, близ Ментуи, они не понравились друг другу. И все же, скупой на похвалу Бонапарт отдал должное выучке и дисциплине приведенных ему бернадоттовских солдат, произнеся «прекрасные войска в превосходном состоянии». Очень скоро война предоставляет Жан-Батисту потрясающий шанс показать заносчивому Наполеону все, на что он способен. В бою при Тельяменто, который состоялся 16 марта, именно его стремительная атака под ураганным огнем австрийской артиллерии обеспечила победу французам. Но с той поры Бонапарт стал притормаживать Бернадотта, явно почувствовав в нем скрытые амбиции, и в некоторых
некоторой степени разглядел в Жан-Батисте соперника. Наполеон не может не признать выдающиеся способности подчиненного, и даже в письме директории, это революционное правительство Франции того времени, характеризует Бернадотта превосходным генералом, уже стяжавшим славу на берегах Рейна и одним из тех командиров, которые в наибольшей степени содействовали славе итальянской армии. Наполеон отправляет Жан-Батиста подальше от своих глаз в столицу Париж отвести захваченные у проигравших австрийцев знамена. Впервые прибывший в Париж Бернадотт вместо отведенных ему нескольких дней пребывания задерживается в столице на 7 недель, пытаясь наладить связи с местной элитой и получить более выгодный государственный пост. Но по стечению обстоятельств, а некоторые историки ссылаются и на личное вмешательство Наполеона, у него ничего не получается, и он вынужден вернуться в итальянскую армию под начало Бонапарта. Но Жан-Батист не унывает. Понимая свои способности, он осознает, что достоин чего-то большего и продолжает поиски более выгодных для себя позиций и должностей. К счастью, такая возможность у Бернадотта появляется из-за ряда неудач французской армии по различным географическим направлениям, и директива, тогдашнее правительство республики, назначает в 1799 году Жан-Батиста военным министром. Долго пробыть в должности Бернадотту не удалось, потому как совсем скоро Наполеон осуществляет план смены власти и становится лидером страны. Однако Наполеон оценил поддержку Бернадотта в заговоре и вводит его в состав Государственного совета. Но отношения Бернадотта с Наполеоном так и не улучшились, и вплоть до 1804 года Бонапарт отправляет Жан-Батиста командовать Западной армией. В мае 1804 года Наполеон объявляет себя императором Первой французской империи, а Бернадотт получает звание маршала. В одной из войн с Четвертой коалицией в незначительном сражении Бернадотт совершит роковой поступок. Он возьмет в плен 1500 шведских солдат. Однако маршал Бернадотт вместо привычного отношения к пленным проявляет уважение к солдатам и вполне достойно содержит их в условном заточении. Это событие настолько повлияло на сознание военнопленных, что, вернувшись на родину в Швецию, солдаты разнесли информацию с восторженными отзывами о французском маршале по всей стране. В 1810 году в Швеции возникает династический кризис. Их король оказался бесплодным, и шведы решают выбрать себе нового короля. Они обращаются к самому могущественному руководителю Европы того времени, к Наполеону Бонапарту. С разрешения императора Наполеона шведы обращаются к маршалам Франции с предложением занять шведский трон. На предложение шведов откликнулся Бернадотт, и делегаты принимают его кандидатуру, прекрасно помня о том, как Жан-Батист отнесся к их солдатам, попавшим в плен. Но был и холодный расчет в выборе. Дело в том, что шведы знали о непростых отношениях Бернадотта с Наполеоном, и что Жан-Батист не всегда следует указаниям императора, тем самым в будущем из-за своего нрава сможет и действовать против интересов Франции в угоду национальным интересам шведов. Наполеон согласился на выбор шведов, и Жан-Батист отправляется в Швецию. Там он принимает новую лютеранскую веру и получает новое имя Карл XIV Юхан. Красивую дату 18 февраля 1818 года Карл XIV Юхан взошел на престол, которым управлял более 26 лет. Вклад Жан-Батиста широко оценили шведы, которые по сегодняшний день считаются преуспевающей страной, а его наследники до сих пор правят государством Швеция. Так завершилась история обычного французского солдата, который стал настоящим королем государства.